Я нихуя не делал на протяжении целого года, и вот что я могу вам рассказать. На тот период своей жизни я пережил абсолютно все эмоции, что мог человек, и притом я ничем не занимался. Ну, в плане развития или еще чего порочного. Не пил, не курил, отдыхал, да и маялся всяким. Так прошел мой год вкратце, но если углубиться, то что же я, мать его, делал целых 365 дней? Я реально поделил их на 0 своими же действиями, или же это все бред? В любом случае, думаю, стоит начать с моей рутины. Любил таскать, похавать, помыться и спать. И то второй пункт выполнялся мною довольно-таки редко, так как на люди я вообще не выходил. Да, я был целый год дома. А если выходил на улицу, то гулял только на территории своего участка. В основном сидел я, собственно, в комнате. Отдыхал, думал о всяком. Проходили праздники, дни рождения, разные события. А я просто листал ТикТок и смотрел аниме. Звучит будто бы пересказ жизни какого-нибудь хикана. Думаю, так оно и есть. За целый год нихуя не делания я сбросил около 20 килограммов. Скорее всего, это потому, что я особо не двигался, а значит, организму и еда была не нужна. Впоследствии ел я очень мало, что я бы сказал плохо. Энергии просто было неоткуда взяться, и из-за этого меня каждый день так и манила прекрасная кровать. Развлекала меня день ото дня только коллекция моих головоломок. Да, я по жизни люблю собирать разные вещи, включая кубы, пирамидки, мегаминцы всякие, вот эти вот ваши брейнрот игры. Также я, как заядлый игрок в Монополию, который имел 1000 различных ее видов, бывало играл сам с собой, ну чисто разбавить скуку и повысить скилл в ней. Да, помню, в детстве на одну партию с друзьями у меня уходило минимум 4 часа, а так мы рубились с нее, считай, целыми днями. Также потрачивал день ото дня бабочку и смотрел аниме. Смотрел много аниме. Очень много аниме. Общение и голос. Да, единственное, что любил, это были японские мультики с комиксами. В принципе, они мне и заменяли общение, которое мне было так нужно. И сейчас, на минуточку, я говорю не про то, что я хотел общаться, а про то, что я обязан был говорить хоть с кем-то, дабы не утратить банальную способность составления предложений и выражения своих мыслей. На протяжении года я общался лишь со своей семьей, ни с кем не переписывался, только играл в игры, в которых был voice-чат для коммуникации. Благо, еще дабы не утратить возможность говорить, я понемногу читал различные скороговорки и тем самым разговаривал хотя бы по 10 минут в день. Это давало мне реально неплохой буст к речи и отлично разминало мои голосовые связки. Да и вообще общаться со мной тогда было нереально, так как целыми днями я был занят деградацией, не заходил в ТГ и не вел инсту. Просто спокойно жил, играя в игры. Чем я еще занимался, спросите вы меня? Да, я познакомился с Dota и попутно этому играл в CS. На тот момент еще CSGO, но думаю, вы уже поняли, что когда вышла CS2 и CSGO закрыли, я зашел в новинку и понял, что CS у меня уже не тянет. И тут на выручку, как ангел с неба, ко мне пришла для меня уже многозначащая игра. Dota 2. Хоть я и просрал в ней более 1200 часов своей жизни, но назвать саму игру тупой помойкой я не могу. Она довольно интересная. Наверное, даже самая интересная игра, в которой я играл за всю свою жизнь. Плюсом к этому, в ней я познакомился с большим колом людей, с которыми также пытался говорить, но все же в основном молчал. Подробно рассказывать про нее не буду, но думаю, вы мне поверите на слово. В общем-то, дни мои проходили примерно так. Подъем в 8 утра, игра в доту до 11, потом перекус, тикток, потом игра в доту, помощь родителям и аниме до 22, а то и 12 ночи. Классные были дни, не спорю. Правда, все в говно. Если вы когда-нибудь захотите поиграть в доту, то рассчитывайте, что просто будете тратить время впустую и никакой киберспорт вам не светит. Ну, если только вы не какой-нибудь там топ-1 тинкер Казахстана в 12 лет. Монтаж и фотошоп. Лучше уж хоть что-то делать, чем ничего не делать вовсе. Это я понял уже после, так как все время попутно нихуя не деланию учился понемногу, не спеша, монтировать видеоролики и прочее. Это скорее единственное, что мне реально нравилось. Ну вот представьте, вы можете с одного и того же материала сделать полностью разные ролики по качеству. Хоть и по моим видео не сказать, что монтаж у меня прям хороший, но лично я не хочу перебарщивать с ним, дабы не получилось видео по типу «Угадай, что ща вкину на экран» или подобные эпилептические экшен ролики. Больше как-то заходит делать красиво и информативно. Также я освоил полностью Photoshop, и это довольно классно. Могу делать разного вида превью, плюс редачить фото или абсолютно любую херь, что взбредет мне в голову. А знаете, в моей голове явно ничего хорошего нет. Как минимум у вас должны появиться вопросы уже на этой фотке. Но это не важно. Так-то главное, что мне и сейчас нравится проводить время в данных программах. Чтение.
Также попутно этому всему мне от безделия резко стало нравиться читать. Хоть смотрел на буквы я редковато, но парочку книг мне довелось прочесть. И что важно, еще на данный момент все тома так званой новеллы «Класс превосходства». Да, она заняла у меня отдельный период моей жизни, и думаю, стоит ей поставить 9 из 10, потому что реально годная история. Кто бы что ни говорил, но лично мне она очень-очень зашла. Собственно, первое это «Неной». Если честно, то поебота редкостная, просто какая-то женщина рассказывает про типа, если хочешь что-то сделать, делай, меняй свою жизнь, не сиди на месте, arbeiten motherfucker. Также там еще были какие-то советы по заработку, но честно, это что-то кал. 4 из 10. Хоть читал и без фана, но все равно не эшкере. Вторая книга от легендарного Макса Максимова. Если вы, конечно, знаете, кто это. «Вход в рай». Хотя вообще откуда и почему начал читать, но что есть, то есть. Само произведение реально нормальное. Мне вроде как даже понравилось, думаю, тут твердая 7 из 10. Анастасия Новых. Сенсей. Исконный Шамбалы. Имею я все части этой истории. Всегда любил почитать в свободное время, так как реально, интересно. Думаю, тут 8 без особых слов и прелюдий. Реально советую вам. Как по мне, годнота. В общем-то, за год я прочитал всего-то 3 книги. Да, понимаю, это ужасно, но все же что-то они мне и показали. И даже некоторые вещи я взял из них и юзаю в своей жизни по сей день. Темки и инвестиции. О да, вот про это реально стоит поговорить. Я, как и любой другой геймер, хотел заполучить легкие деньги, дабы покупать игры в Steam, скины в CS или в той же дотке, чтобы просто выебываться перед рандомами, что богатый, молодой, успешный. Это не еще, я нищий. Да, как ни странно, хоть и мало, но я любил базарить в войс-чате. Можете это заметить по количеству моих друзей в стиме. В общем, познакомился я с криптой тогда, когда денег вообще не было, и дабы начать хоть какие-то движения, пришлось залезть в яму с абузом казино. На тот момент недавно начал свой путь сайт, реально название, понятное дело, говорить не буду, но назовем его, к примеру, Кастарас. Имел неплохие такие дыры в системе, узнал я это также от друга, с которым познакомился, играя в Counter-Strike. Обузили систему промокодов как могли. Сайт с Кастарасом и телеграм-каналами был открыт всегда. То есть, даже когда запускал комп, первым делом у меня был не Steam или еще что-то, а десктопный TG и Chrome, либо браузер пошустрее. Раньше юзался, как правило, Edge, так как был лучшим, но со временем все же перешел к истокам, так как Chrome, наверное, самый стабильный браузер из всех. Все запускается быстро и любые плагины устанавливаются без проблем. Сама в кавычках схема, если ее так можно назвать, была завязана only на промокодах, и вложил лично я в нее абсолютно ничего. Ну если не считать те $5 для открытия торговой площадки Steam, которые были потрачены на игры и скины. По сути, все было довольно просто. Нужно не пропускать промокоды и успевать их активировать. Потом отыгрывать в том же казино, и все. Промокоды были везде. Главное знать, где искать. Плюсом ко всему мы нашли еще 8 сайтов, подобных Кастарасу, и проводили там идентичные действия. Так что прибыль была реально неплохой, если заниматься этим каждый день. К сожалению, баны за абуз тоже были, но из-за того, что сайты часто меняли домены, из-за того, что их блокировали и прочее, администрация попросту не могла уследить за всеми, и аги, которые были в пермаче, работали как новые. Прибыль в месяц была очень даже неплохой, ну для шкалатрона вроде меня, думаю, отлично. В свои года я мог позволить себе все хотелки в интернете, плюс еще что-то в реале. Ну кроме уж слишком дорогих по типу нового айфона или суперской видюхи. Кстати, на эти деньги я себе еще апгрейднул ПК, так что смог хоть нормально постримить некоторые игры. К сожалению, тогда на норвебку и микро тоже нужно было копить, ну я забросил на время свою стримерскую карьеру. Пока что она, кстати, так и не продолжилась, так как попросту не имею того оборудования. Если вы вдруг хотите меня как-то поддержать, дабы ролики выходили мега часто, плюс делал ежедневные стримы, то закиньте копейку на Alerts, либо же купите подписку на Бусти. Там можете посмотреть мои видео раньше всех, так еще и без цензуры, если говорим про некоторые аниме или фильмы. В общем-то, после всех этих сайтов я решил вложить немного так денег в крипту, ну хотя бы попробовать. Начал без малейшего понятия о всем, посмотрел пару часовых роликов с знатоками, приступил к покупке и оценке рынка. В самую первую неделю я выходил как на удивление в небольшой плюс, и после еще недельки все пошло по пизде. Я познакомился с фьючерсами и понеслось. Минус за минусом. Были, конечно, и плюсы, но торговал я на 125-м плече, так что съехал оттуда на жестком минусе. Потом же решил совершить свою самую, наверное, огромную ошибку. Пошел просто покупать NN токены в надежде, что они стрельнут. И впоследствии просто терял каждый день часть своих накоплений, пока у меня не осталось чисто на мышку, которую я и по сей день использую. Вот так вот я и перестал иметь общее
текущие дела с криптой. Скорее всего, если бы я не гнался за быстрыми деньгами на фьючах, а влаживался в спот долгосрок, в плане биток, который тогда стоил сущие копейки, то мог и заработать пару лишних сотен, ну если, конечно, не $1000. Спорт. Из-за абсолютного безделия даже мне захотелось немного позаниматься физкультурой. Как так получилось, я хз, но каждый день по приколу делал базовую разминку, приседал и отжимался, иногда даже бегал. Наверное, эти минимальные упражнения и помогли мне немного похудеть и набраться кое-какой силы и уверенности в себе, что живу не просто так, а хоть чем-то и занимаюсь. Это, наверное, одна из немногих вещей, в чем я согласен с Папичем. Физкультура помогает от деградации и плохих мыслей. Конечно, делаю все это далеко не ежедневно, а можно сказать периодами, но она все же заняла не последнее место в тех 365 днях, да и впоследствии моей нынешней жизни. Режим сна. Режим сна — это страшная вещь. Поспишь много, будешь чувствовать себя как овощ. Мало, будешь чувствовать себя как фрукт, только еще с дебафом недосыпа, что впоследствии вылазит в дневной сон до вечера, или же, если ты на парах или уроках, небольшой 15-минутный дрем, пока тебя не загонит к доске и заставит решать очень важные для жизни уравнения, для которых мозг просто не может выделить и крупицу энергии. Впрочем, спал я весь год по единому графику. Это встаю в 7-8, а ложусь спадки в 11-12. Абсолютно целый год был в таком режиме, и я чувствовал себя превосходно, что и помогало мне не мега сильно ебланить, как мог бы. Также плюс я нехило вырос, так как мы, люди, растем только когда спим, а именно в определенной фазе сна. И если иногда его не хватает, то можно и остаться довольно низким, если у тебя еще родословная вся из невысоких. Зрение. Как вы можете заметить, я сейчас в очках. Да, конечно, и раньше зрение у меня было не из лучших, но из-за того, что играл в телефон и пока почти все свободное время, то зрение спасибо не сказала. Да, и думаю, стоит уточнить, что в основном я сидел в темноте. Это на самом деле печально. Играйте просто при свете и с небольшими перерывами, и да пребудет вам счастье. Возможно, это даст вам понять себя. Кто вы, что вам нравится, для чего вообще живете, разобраться во всем, простить все обиды, перестать злиться и познать дзен. Ну, лично у меня так было. Вообще, советую вам забить на все хуй и нихуя не делать какое-то время хотя бы раз в жизни. Реально годная тема, никто на тебя не давит, ты сам на сам, тет-а-тет с собой. И когда пройдет определенное время, ты поймешь, над чем хочешь работать, что любишь, а что просто не хочешь. Смешно прозвучит, но минусов практически нет. Ты просто вылетаешь немного из жизни. Да, с речью и выражениями своих мыслей будут траблы, но терпимы. То, что ты получишь взамен, думаю, стоит того. Но опять же, я никак не призываю вас кидать все и уйти в деградацию. Заниматься хуйней, проебывать время непонятно как. Просто живите. Жизнь — это не гонка, и абсолютно всему придет свое время. Кто-то что-то сделает раньше, кто-то позже, кто-то осознает, что он был глупым, кто-то подумает, что он слишком умен для мира, но каждый проживет жизнь так, как захочет он сам. Именно ты, да, ты и только ты распоряжаешься своей жизнью, она твоя. Ты еще давно победил в большой гонке и заслуживаешь на приз, а приз твой — жизнь. Ладно, что-то статы понаехали, извините, пожалуйста. Какой же итог моего года абсолютного нихуя не делания? Я уже просто предвкушаю комментарии людей, которые пишут: а ты делал то, там, сям. Да. Но все же я целый год сидел дома, не контактировал с обществом, не слушал никого. Собственно, и не развивался в плане жизни, так сказать, не шел дальше по ступеням. Кто не понял, я забил на учебу, притом сильно. Перестал общаться, тем самым отставая в развитии от нынешних школяров, которые эшкерена плюс вайбе, пигми щавель. И кстати, если вы хотите услышать историю после этого года, как я разбирался со всеми проблемами, которые вылезли после, то поставьте лайк. Если реально хоть кому-то будет интересно, то выпущу вторую часть, как последствия. Ну что ж, думаю, на сегодня с вас хватит вот этой тонны различной информации, которую я вывалил на вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если тема ролика реально вам зашла, то пишите в комментах, и я буду делать больше подобных видео. Спасибо за просмотр, а с вами как всегда был ваш 9tech, ну или просто 9tech.